Привет всем! Меня зовут Кристина, и вы на моем канале о вязании. Итак, девочки, хочу сегодня показать, как я вяжу такую вот косичку. Вы очень много писали в комментариях, спрашивали, чтобы я показала, и вот наконец-то я нашла время и могу вам показать. Но, во-первых, хочу вам сказать большое спасибо за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки. Очень приятно, если честно, даже я удивилась, что такой хороший и позитивный отзыв о том, что я показываю, что я делаю, и что вам это интересно. Огромное-огромное вам спасибо за это. Итак, сегодня я вам покажу, как я вяжу. Узор, если честно, я слышала, что его называют по-разному. Горизонтальная косичка, латвийская косичка, латышская косичка, деревенская косичка и даже балтийская и прибалтийская. Поэтому у нее очень много названий. Я ее называла латышская косичка, меня бабушка так, когда учила ее вязать, так и назвала. Этот узор — это очень хороший способ украсить край изделия или разделить разные узоры или мотивы, например, да. Вот я вам связала 3 образца. Здесь, например, использовано 2 цвета. Такой, даже не знаю, как он, такой меланжевый. И потом белый. Получается, что косичка, она и разделяет 2 разных узора. И в тот же момент красиво, плавно еще и помогает перевести с одного цвета на второй, да. Вот. Такой я вам связала образец, что не обязательно вязать только лицевой гладью. Ну, тут можно... Я вам вставлю фотографии с интернета, видео, можете посмотреть. Куда только, в какие изделия эту косичку не применяют. И очень красиво, очень шикарно выглядят. Это могут быть и детские шапки, и платки, и пледы. И я знаю, что кто-то вяжет, любят вязаные наволочки на декоративные подушки, на варежки, на носки, рукава. Я не знаю, можно везде применять, где она подходит, где ее можно применить. Ее и можно даже вязать одноцветной. Получается, как тоже такой обруч. Красивый тоже. Вот я вам связала, показать, как выглядит, если ее вязать просто одним цветом. Тоже красиво выглядит. И сегодня покажу, как вязать такую вот двухцветную уже с контрастным цветом, да, чтобы уже, как я в основном вяжу в своих варежках. Еще очень много ее косичку используют, чтобы с такого узора перейти на жаккард, например. Вот те же самые варежки, например, если это у нас манжет варежки, да, ну, вот, например, сделаем вот это манжет варежки, мы вяжем косичку, и здесь дальше, например, начинаем жаккардовый узор. И вяжем дальше те же самые носки. Потому что у вас тогда уже в работе 2 нити, 2 цвета, и можно вязать жаккардом. Сама косичка, она состоит из таких вот, как елочки. Елочка в одну сторону и елочка во вторую сторону. Так-то. Вот такие вот. Я вам 3 образца связала небольших, чтобы вы поняли, что можно не только так вязать, но можно одноцветным, можно тоже 2 цветами, но уже не такими яркими, чтобы уже такой более плавный, такой не пестрый переход был. Итак, тогда я вам покажу, как я вяжу эту косичку. Может быть, кто-то скажет, что я вяжу совсем неправильно, но меня так научила бабушка. В итоге у меня эта косичка получается, поэтому
Скорее всего, да, что, может быть, она вяжется по-другому или там, не знаю. Ну, я вяжу ее так, и сегодня тогда по вашим многочисленным просьбам тогда постараюсь вам показать. Надеюсь, что у меня это получится. Итак, здесь у меня есть такой связанный маленький образец. Имитация начала, например, варежки, да. Чтобы связать эту латвийскую косичку, петли должны быть четного количества. В данном образце у меня 40 петель, 20 петель на одной спице, 20 на второй. Спица у меня 3,5 мм и довольно такая толстенькая пряжа. Итак, например, вяжем, и нам, например, сюда нужна вот эта вот косичка. Что мы делаем? Мы берем другого цвета ниточку. Ну, например, если мы хотим двухцветную, да, потому что я вам уже в начале видео показывала, что можно косичку и плести одним цветом, да, тоже вариант. Ну вот, у меня здесь такая светленькая ниточка. И что мы делаем? Мы ее просто добавляем сюда. Многие, я знаю, что привязывают. Ну, вы делаете как вам удобно и как вы привыкли. Я не привязываю, я просто всегда добавляю, оставляю так, и потом я затягиваю сюда в изнанку и потом заправляю. Вы можете ниточку добавить, как вам удобно. И что мы делаем? Мы сейчас будем вязать подготовительный ряд с двумя ниточками, с обоими цветами. И начинаем тогда вывязывать подготовительный ряд. И я, например, начну вязать с белого цвета. Все петли будут лицевые. Так. Одна лицевая. Следующая у нас петля будет сиреневого цвета. Здесь можно подтянуть. Опять белого цвета, сиреневого цвета, белого цвета, сиреневого цвета, белого цвета, сиреневого цвета. Вот, видите, уже ошибка. Вот это тоже надо смотреть, чтобы такого не произошло. Редко бывает, но иногда. Так, здесь у нас белая, значит, следующая идет сиреневая, белая, сиреневая. Итак, весь ряд должен быть петли, да, которые они чередуются между собой. Белая, темная, темная. Итак, вам надо довязать таким образом до конца ряда. Далее провяжите самостоятельно. Я тоже провяжу и встретимся с вами в конце ряда. Итак, довязала я до конца ряда. И так, сейчас я минутку уберу вот эту ниточку, конечек, что мы добавляли, чтобы он не мешался. И здесь, получается, мы заканчиваем сиреневым цветом, а здесь начинали белым. Если у нас так получилось, значит, мы связали везде правильно, да, и не получилось, как у меня в одном моменте, да, что две петли беленькие подряд, да, что в итоге, ну, так не должно быть. Теперь мы вяжем второй ряд косички. И что мы делаем? Эти две ниточки мы перекладываем вперед таким образом между спицами. Далее мы будем тоже вязать с двумя нитками. Будем обе нитки использовать в работе. Что мы делаем? Так, первая петля у нас белого цвета.
Значит, вывязывать мы ее будем тоже белым цветом, изнаночной петлей. Так. Это все время ниточки у нас находятся перед работой. Здесь всегда начало, оно такое неудобное. Это ничего страшного. Теперь вот эту ниточку, которую мы уже вывязали петельку, мы ее перекладываем сверху на ту ниточку, которая у нас, как я говорю, отдыхала. Теперь берем вот эту ниточку, и мы видим, что петля у нас тоже такого цвета, и вывязываем изнаночную. Опять вот эту ниточку перекладываем сверху, берем белую и вывязываем изнаночную петлю белая. Опять белую нитку перекладываем на сиреневую и вывязываем сиреневой. Сиреневую перекладываем на белую и вывязываем белой ниткой. Опять белую на серую, ой, извините, серую на сиреневую, вывязываем. И таким образом мы вяжем весь ряд, перекрещивая эти петельки между собой. Здесь главное не перепутать. Все время надо перекрещивать так, как мы начинали, да, потому что если мы где-то ошибемся, то косичка уже не получится. И вот так вот должно получиться. Такая вот дорожка двухцветная с скрещенными ниточками между собой. Итак, далее тогда вяжите до конца ряда и встретимся здесь в конце ряда. Я тогда тоже провяжу и жду вас уже в конце ряда. Итак, девочки, я провязала до конца ряда. И здесь есть два момента. Первый. При вывязывании у нас таким вот образом ниточка скручивается между собой. Я поначалу сидела, это все раскручивала, тратила время. В итоге я поняла, что это лишнее, что мы все равно будем вязать третий ряд, и мы ее будем раскручивать в другую сторону, да, поэтому не надо тратить время и сидеть вот это вот раскручивать, потому что, ну да, поначалу это кажется неудобно, она тут все время пытается закрутиться, но ничего страшного. И здесь второй момент. Переходя на второй ряд, да, здесь обязательно надо сделать еще раз такой же перекрут, как мы сделали во всем ряду, потому что если мы это не сделаем, то в этом месте получится такая некрасивая перетяжка. Поэтому мы берем, так как мы перекручивали, и забираем белую нитку, потому что мы с ней будем дальше вязать. Так, и опять вяжем белая петелька, белая нитка изнаночной. И здесь тогда, получается, мы нитку перекручиваем таким образом, что мы уже следующий цвет, который надо вязать, мы его перекладываем тоже сверху. Сначала всегда такое неудобное. Вот видите, я белую сейчас перекладываю наверх и вывязываю. И вывязываю все изнаночными петлями. И опять белую сверху. Получается, мы как плетем косичку, только в другую сторону. И почему не надо раскручивать, что, видите, у вас она, вот эта закрутка, она еще и помогает вам понять, и ниточка сама просится, ну, чтобы ее раскрутили в ту сторону, какую надо. Поэтому тоже такой в помощь вам. И опять, получается, мы сейчас не вниз перекладываем, а наверх таким вот образом.
Ну, скажу честно, не очень удобно вязать, потому что это все иногда тут заплетается, где-то застревает, где-то что-то. Ну, 3 ряда, как говорится, можно и потихонечку красиво это вывязать. Вот так вот. Сейчас я довяжу до конца эту спицу и покажу, как это должно все получиться. Так, и последняя у нас петелька. И вот такая вот получается красивая косичка. Так, я вам поближе покажу. Здесь, видите, получается, косичка ложится как в эту сторону, и потом наверху она ложится вот таким вот образом, да. Если у вас так получается, значит связано правильно. И далее вяжите до конца ряда самостоятельно, и уже встретимся в конце ряда. Так, довязала я до конца ряда. И... Так, извините, спица стучит. Что мы теперь делаем? Эти ниточки можем брать обратно на изнаночную сторону или за работу. И теперь по вашему усмотрению, по вашим задуманным расцветке, да, вы можете продолжать вязать основным цветом или тем цветом, например, который мы добавили. Я, например, буду дальше вязать основным цветом. И что я всегда делаю? Я следующий ряд всегда вывязываю лицевыми. Потому что даже если потом нужен какой-то узор, все равно я вывязываю лицевым, но это я так делаю. Потому что если начать вязать, например, узор там 2 лицевые, 2 изнаночные, то петельки, ну, они будут каждая стоять уже по-другому. И, ну, я считаю, что тогда некрасиво выглядит и портится вид этой косички. Поэтому саму косичку я еще заканчиваю лицевыми. Уже тем цветом, который мне нужен. Видите, провязала чуть-чуть сверху лицевых рядов. И в итоге вот так вот должно вот получиться. Косичка, она эластичная. Она не чуть-чуть эффект как обруча. И она эластичная, она поддается, если полотно растянуть, да, то косичка она тянется вместе с полотном. Вот так я вяжу эту косичку. И на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если какие-то вопросы, да, можете задавать под видео в комментарии или пишите в Телеграм, отвечу и там, и там. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. И на сегодня я тогда с вами прощаюсь. До следующего раза. Пока-пока.